Здравствуйте, друзья! Меня зовут Евгения Чирикова, и сегодня путинские власти внесли меня в список экстремистов и террористов. Кто следит за моей деятельностью, тот знает, что вообще-то я эколог, я активно занимаюсь правозащитой, помощью в тюрьмах, помогаю гражданским активистам внутри России, помогаю украинским беженцам. И вы знаете, это действительно очень смешная история, достойная просто пера Оруэлла, потому что признали меня экстремистом и террористом за участие в антивоенном комитете. И вы знаете, друзья, я проанализировала, после каких моих действий российские власти меня заметили. Ведь вот на протяжении всех этих 8 лет я была очень активна. Я все время активно занималась общественной деятельностью. И когда началась агрессивная война, я начала заниматься помощью украинским беженцам просто вот изо всех сил. И удалось вывести там тысячи беженцев с оккупированных территорий, которые оказались потом в России. Вот их удалось вывести в безопасные европейские страны. И, честно говоря, власти как будто после этого про меня забыли. И не было никакого внимания к моей скромной персоне. Первое упоминание обо мне, как об иностранном агенте, произошло после того, в скорости, как мы вместе с Форумом Свободной России провели аукцион в поддержку добровольцев, которые воюют на стороне ВСУ. Но уж террористом я стала ровно через 4 дня после того, как я записала видеообращение в связи со смертью Алексея Навального в тюрьме, и я призвала мстить за Алексея и поддерживать всеми силами ВСУ, потому что именно украинская армия сейчас сражается с Путиным в первых рядах. И вы знаете, что интересно? Вот любая моя деятельность не вызывала интереса. Но именно вот эти призывы поддержки украинской армии и поддержки Украины по-настоящему триггерят путинский режим. И они готовы мстить тем людям, которые поддерживают Украину и призывают поддерживать украинскую армию. Следовательно, друзья, именно этим и надо заниматься. И я вас всех призываю, давайте все вместе, дружно продолжать поддерживать Украину и продолжать поддерживать ВСУ. И чтобы слова не расходились с делом, я призываю вас отсканировать этот QR-код или пойти по ссылке в описании и сделать донат на нашу кампанию «Спаси конечность раненому». Эту кампанию мы ведем вместе с украинскими травматологами и вместе с российским травматологом Андреем Волна. На ваши донаты мы сможем приобрести аппараты по восстановлению конечностей украинским бойцам и российским бойцам, которые перешли на сторону ВСУ после минно-взрывных ранений. Я считаю, что победа Украины – это не значит поражение России в этой ужасной войне. Это значит, что мы получаем шанс на поражение путинского режима. Потому что в том случае, если путинский режим сейчас сможет одолеть Украину, то в этом случае он не остановится. И как любая фашистская диктатура, он двинется дальше. И кто следующий? Какие страны станут его жертвами? Давайте мы этого не допустим и всеми силами поможем Украине. Победу Украине, свободу России!